Сегодня приготовим очень необычную пиццу, которую можно будет кушать даже ночью. Этот рецепт понравится тем, кто следит за своей фигурой. Самое главное, что все делается просто и очень вкусно. Всем привет! В глубокую тарелку отправляем 180 грамм творога. Сразу же в тарелку к творогу вбиваем одно яйцо. Затем добавляем 100 грамм муки. И в конце добавляем пол чайной ложки разрыхлителя. Далее все очень хорошо перемешиваем ложкой, и после того, как вы уже не сможете вымешивать тесто ложкой, его нужно будет замесить руками. Во время того, как вы будете замешивать тесто руками, еще нужно будет немного подсыпать муку. Ну а сколько нужно будет подсыпать муки, все будет зависеть от того, какой у вас был творог, более жидкий или менее жидкий. В моем случае я досыпал еще 3 столовые ложки. Ну а после того, как вы замесите тесто, у вас должен будет получиться один большой вот такой вот комок, который будет уже почти не прилипать к рукам. Затем мы берем противень, застеленный пергаментной бумагой, и стараемся выделать более-менее красивый ровный круг. Маленький такой лайфхак, чтобы у вас все получилось красиво и тесто получилось равномерным кругом, как будто бы вам пиццу доставили из пиццерии, нам понадобится разъемная форма. Ну а чтобы тесто более эластично разравнивалось по разъемной форме, нам понадобится руки смачивать либо в муку, либо же в холодную воду. Как по мне, так в воду будет намного лучше. Разъемная форма у меня была 24 сантиметра. Тесто я старался выровнять таким образом, чтобы толщина его была не более сантиметра. Ну а бортики сделал немного толще и немного выше. Аккуратно снимаем разъемное кольцо, и вуаля, у нас получился красивый ровный круг. Дальше мы берем вилку, и дно вот этого круга вот так вот хорошо нужно обколоть вилкой. После этого отправляем эту нашу форму, заготовку, в разогретую духовку до 200 градусов ровно на 15 минут. Через 15 минут достаем заготовку из духовки. Сразу же, не давая ничему остыть, добавляем на пиццу примерно 1,5 столовой ложки кетчупа или томатной пасты. Аккуратно разравниваем, чтобы получился более-менее равномерный слой. Дальше посыпаем все натертым твердым сыром. Сыру в этом случае можно не жалеть. Чем больше сыру, тем вкуснее получится пицца. Ну а затем добавляем все по вашему желанию. Я добавляю кусочки ветчины, затем распределяю равномерно нарезанные кусочки помидора. И в самом конце добавляю еще немного нарезанных шампиньонов. Но смотрите, друзья, начинку можно сделать и по своему усмотрению. Сколько и какую делать, решать только вам. После этого пиццу нужно отправить еще раз в духовку, нагретую до 200 градусов, еще на 15 минут. Ну а по итогу получаем вот такую вот красивую, ароматную и очень-очень вкусную пиццу. Я бы сказал, что эта пицца будет не хуже, нежели ту, что подают в пиццерии. Необычное тесто, вкусная начинка, а самое главное, покупайте больше творога, потому что вас будут просить повторить этот рецепт еще раз и еще. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, лайк, подписка, колокольчик. Не пропускайте новые ролики, потому что все самое интересное у нас еще впереди. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.